Добрый вечер. Сегодня я презентую вам нашего лектора. Является он министром коммуникаций и информации Всемирной, Страны, Всеобщего, Мира, Питер Сван. Сегодня он прочитает лекцию о достижениях нашей организации, о достижениях во всем мире, которые происходят в связи с практикой, регулярной техникой Махариши и в связи с развитием нашей организации. Мы рады приветствовать Питера в России. So, thank you very much, Maxime. Спасибо, Максим. And welcome to you all. Добро пожаловать всем. This evening I want to look at how the movement is doing worldwide. Сегодня я хотел бы рассмотреть то, как наше движение развивается повсюду в мире. Actually, what is happening Что происходит на самом деле? is that we are experiencing the biggest expansion of knowledge and programs and projects since the early 1970s. И сейчас у нас такая ситуация, когда мы переживаем широкое распространение всех наших программ с самого начала этого года. It's a huge and deeply profound expansion of Maharishi's projects and knowledge all over the world. Это огромное, очень глубокое распространение всех программ Махариши повсюду в мире. I have, just for convenience sake, divided it into 16 different, or maybe it's more than 16 now, different sections. Я разбил все эти новости на 16 отделов, And разделов. we'll start at the top and we'll see how far we get. Мы начнем сверху и посмотрим, докуда мы дойдем. So, we start with personal instructions. Мы начнем с личных инструкций. I think we probably all are familiar that personal instructions have been very low worldwide for many years. Наверняка вы знаете, что обучение были на низком уровне повсюду в мире долгое время. But we started, when Maharishi left us, Когда Махариши покинул нас, he said we must run the movement like a business. он сказал, что мы должны управлять движением как бизнесом. That means we must do it professionally, Это значит, мы должны заниматься этим профессионально. like a business does. В стиле как бизнес-стиль. We see where any problems are and we find the best way to address those problems. Мы видим and проблему solutions. и находим лучший способ решения для этой проблемы. So we have two main groups looking at working on increasing initiations. И у нас есть две группы, которые работают над увеличением количества обучения. And this is the result so far. И вот каковы результаты. 2011 up to 2016. С 2011 по 2016 We can год. see it's gone from 20,000 to 53,000. Видите, от 20 тысяч мы поднялись к 53 тысячам. And this is including projects and India. Это включая проекты и Индию. The first one was just in the TM centers, like this TM center. Первое это было только в центрах ТМ, как вот этот центр. But this is including the numbers of Raja Luis and in Latin America and in India. А это включая опыт Раджи Льюиса, а также то, что происходит в Индии. This is TM City program. Вот это TM-ситхи программа. This is income. Это доходы. And this is United States. Это Соединенные Штаты. The number of actively teaching governors in the United States, Число активно обучающих учителей в Соединенных Штатах, it's quite big их достаточно много, and it's increasing. и их число увеличивается. This is the number who were instructed in 2016. Это количество обученных в 2016 году. This is the increase in instructions from pay-per-click advertising. А вот это увеличение количества обучений через вот это интернет-обучение. Yeah, it's increasing Рекламу через интернет 64%. увеличилось на 64%, They're handling it professionally. потому что этим занимаются профессионально. The increase in the conversion rate, that means the increase in the number of people who expressed an interest and who actually learned. И вот настолько увеличилось число обучений среди людей, которые выразили интерес к этому, но на самом деле обучились. And so it goes on. И так далее. And
I won't. Oh, and they have many different programs in companies, in different organizations. И у них есть очень много проектов в различных компаниях и организациях. In General Motors, General Motors, in a real estate company, и в компаниях, которые занимаются недвижимостью, in software companies, в компьютерных компаниях, in a timber company, тех компаниях, которые занимаются древесиной, and the two top military universities, а также два самых главных института военных. Both implementing fully transcendental meditation. Полностью сейчас обучились трансцендентальной медитации. This is Germany. Вот это Германия. So, here we see the blue ones are 2014. Вот это здесь мы видим синяя полоска, это 2014 год. The red ones 2015. Красная это 2015 The green год. ones 2016. Зеленая это 2016 год. And the blue and the pink ones 2017. И фиолетовая это 2017 год. Вы почувствовали как? We can say even Germany. Даже в Германии, можно сказать. This is Israel. Это Израиль. Just look at this. This is income. Вот это здесь мы видим доход. Let's see. Initiations. Вот это количество обучений. 2009 to 2013, it's around 200. Здесь Starting 155 to мы видим, началось 235. с 155 и достигло 235 обучений. They started with Invincible Marketing Program. Они начали программу несокрушимого маркетинга. They went the next year up to 510. На следующий год они дошли до 510 обучений. 700, 670, 680. 700, 678, 684. It's sustained. И так это удерживается на одном уровне. So, I won't go into much detail. Я не буду слишком вдаваться в Just to детали. say that the movement was kind of bankrupt, Можно сказать, движение было банкротом, and now it has a surplus но every теперь year. оно имеет доход каждый год. This is Belgium. Это Бельгия. Belgium is a special case Бельгия это вообще особый случай, because they have really applied themselves in a very professional way to address each layer of problems as it comes up. потому что они научились решать проблемы на каждом уровне. You can see where they were. Вы видите, где они были? 2010, 2011, 2012. До 2012 года, видите, какой уровень? Now they started with invincible marketing. Теперь они начали несокрушимый маркетинг Up. вверх. Then they went down a little bit. Потом снизилось количество обучений. So then they looked at it and they said, why have we gone down? И они подумали, а почему же снижается количество обучений? Because it was, for example, Это that вот, например, we are getting more people to the intros now, мы стали получать больше людей, приходящих на вводную but they лекцию, are not signing up. но они не подписываются на обучение. So they addressed that. Они рассматривали went up этот again. вопрос и решили, и количество обучений возросло. This is the instructions here. This is 2015 is the gray ones. Серая полоска это 2015 год, And then 2016 is the blue ones. синяя это 2016, 2017 is the pink ones. и розовая полоска это 2017 год. It keeps growing. Вы видите, как это растет. Like in Russia, when you Google meditation in Belgium, Как в России, если вы в интернете посмотрите обучение медитации в at the Бельгии, top is transcendental meditation. вы там наверху обнаружите трансцендентальную It was медитацию. never like that before. Так не было никогда вообще. So, they have gone through so many, what we say, bottlenecks. Они прошли через много этих горлышек, бутылочных горлышек. Yeah, where Это значит, it wasn't growing, and then they found out количество обучения росло, потом what is приостанавливалось, the problem, fixed the рассматривали, в чем problem, and it проблема, grew решали again. проблему, и опять начинался рост. 1, 2, 3, 4, 5, 5,
6, 7, 8, 9, 10 times. 10 раз они проходили через такие моменты. Every time, up. Каждый раз удавалось увеличивать число обучений. This is so inspiring to me. Это так меня воодушевляет. I never thought I would see us meditators behaving in such a professional way. Я никогда не думал, что мы, медитирующие, сможем вести себя так профессионально. It has surprised all of us Это удивило всех нас. because we were not trained to do that. Потому что обычно мы не были обучены так себя But we are вести. meditators, Но мы медитирующие. and if we get the idea and the assistance, У нас возникает идея и помощь. then we can do it. Тогда мы можем сделать это. So, even in countries where you would not expect TM instructions to be increasing, they are increasing. Даже в тех странах, где нельзя ожидать увеличения обучения, даже там число обучения увеличивается. And at a very high level of society, И даже на высших слоях highest общества, level, на самом высшем уровне общества, princes, sheikhs. принцы и шахи. So now we have a quick look at Latin America. Сейчас мы быстро посмотрим, что происходит в Латинской Америке. Over 130,000 yogic flyers have been created in groups over the last many years. 130 тысяч летающих йогов сейчас уже там занимаются этим в группах. Not 130, 130,000. Не 130, а 130 тысяч в Латинской Америке. It is now so well established in many, many schools in many countries Сейчас во многих странах это уже хорошо распространено в школах. that the students do it, Студенты занимаются teachers do этим, it. учителя занимаются the этим, police do it, полиция the занимается parents этим, do it, родители занимаются the этим, mayor and his staff do it. мэр и его служащие занимаются этим. It's a community thing. Это уже общественность. It's established in the community. Это уже целое общество. They have seen the benefits and they say, this is, we want to continue like this. И они That's what we увидели want. пользу этого, и все хотят этим заниматься теперь. So it's not something new. Это не что-то новое. It's a 10-year, 15-year-old thing, Это уже 10-15 лет продолжается. which is just becoming more and more established. Просто это все в большей и большей степени распространяется. Just, do you remember on the 8th of September, Mexico had a big earthquake. Помните, 8 сентября в Мексике произошло землетрясение. Mexico has about 50,000 yogic flyers А в Мексике где-то 50 тысяч йогических in летчиков schools. в школах. How could it happen that Mexico got hit by an earthquake, such a big earthquake? Как же там могло случиться такое большое землетрясение? The governor of Oaxaca, the state, Руководитель штата Махака, Oaxaca, Оахака, yeah, the state where the thing hit, where the earthquake это was. штат, где произошло вот это землетрясение. He phoned Raja Luis the next day, Он позвонил на следующий день Раджи Льюису, and he told him an interesting story. и он рассказал ему интересную историю. He said that the geologists say that the epicenter of the earthquake, Геолог ему сказал, что эпицентр землетрясения, if it had been 5 meters further into the ocean, it would have hit the major fault that runs through Mexico City. если бы на 5 метров ближе сдвинулось эпицентр этого землетрясения, то как раз бы это прошло по линии, проходящей через столицу. And it would have killed millions of people. И тогда погибли бы миллионы людей. Because 5 meters this side, Если бы 5 метров в этом направлении, and 90 people died. и только 90 человек погибло. Father Mejia, Это вот отец Михея. Maharshi called him the saint of Colombia. Махариши называл его святым Колумбии. He has about 30 rehabilitation centers У него где-то 30 реабилитационных центров, where he rehabilitates all the young guerrillas, где он занимается молодыми партизанами, этими восставшими, как они называются, drug gangs,
Бандиты, наркоманы, повстанцы, criminals, orphans, преступники, беспризорные. they come for 6 months Они приезжают на 6 месяцев, and he rehabilitates them и он реабилитирует их, using Maharishi's programs. используя программы Махариши. They learn TM City Они program. обучаются TM City They программе. get everything from Ayurveda. Они получают все из аюрведы. Everything that he can get, he gives to them. Все, что он может достать, он передает им. Earlier this year, the 52-year war in Colombia came to an end. Раньше в этом году закончилась 52-летняя война в Колумбии. And the president of Colombia got the Nobel И Prize. президент Колумбии получил Нобелевскую премию. He's a meditator. Он медитирующий. And he went on TV in Sweden after that. И он выступил по телевидению в Швеции после этого. He was interviewed, У него брали интервью. and afterwards the interviewer said, "Is there anything else you'd like to say?" И в конце интервью тот, кто с ним беседовал, спросил, может быть, вы что-то хотите добавить? And he said, "I practice transcendental meditation and it's the best thing for me." И он сказал, я практикую трансцендентальную медитацию, и это лучшее, что я делаю. A few weeks ago, Несколько недель назад. and now please keep this private Но, пожалуйста, давайте не будем об этом говорить until слишком, it becomes public. пока это не станет достоянием публики. And the King of Sweden contacted Father Швеции Mejia контактировал с отцом Михеей, and said, "We are so much admiring your work, и сказал, что мы так восхищаемся вашей работой, and we have put your name on the list to be considered for the Nobel и Prize." мы включили ваше имя на Нобелевскую премию. And he is a friend of the Pope. They were at university together. И на самом деле отец Михея, он друг папы Римского, они вместе учились в христианском колледже. All these young gangsters learn yogic flying, Все эти молодые преступники обучаются йогическим полетам, and it changes their lives completely. и это полностью меняет их жизнь. The bishop, he's a Catholic priest. Yeah? Епископ, а он является католическим священником, This was when he received an honorary doctorate at Maharishi University of Management. это вот когда он получал докторскую степень в университете менеджмента Махариши. But he is a Catholic priest. Но он является католическим священником. And there were some stories to the bishop. Other priests said, you know, what is this guy doing, meditation and all this stuff. И были вот такие истории, там некоторые епископы, они говорили, чем занимается этот человек, что это он там такое делает. So he spoke to Father Mejia, И они поговорили с отцом Михеей, and Father Mejia invited him to come and speak to the kids. и он пригласил их прийти и обратиться к He детям. said, I won't say anything, you ask them whatever you want. Он сказал, я не буду ничего говорить, вы просто поговорите с детьми. The bishop came, he sat with them when they did yogic flying, Епископ пришел, посидел с ними, когда они занимались йогическими полетами. he spoke to them afterwards, После этого он поговорил с ними. and he was so fulfilled, he said, please continue with whatever you are И он был doing. настолько удовлетворен, что он сказал, пожалуйста, продолжай то, что ты делаешь. Because it's the only way anybody has seen these young people be transformed. Потому что на самом деле это единственный способ, благодаря которому такие вот молодые люди могут измениться. From being gangsters and involved in the worst crimes you can imagine, Будучи преступниками, вовлеченными в самые наихудшие преступления, to being really useful, blissful, happy и превратились в полезных, счастливых людей. in the military academies in Latin America. В военных академиях в Латинской Америке, At least 15,000 yogic flyers. по крайней мере, 15 тысяч летающих йогов. And they take it as not just for themselves, И они воспринимают это не только как что-то полезное для самих себя. when Raja Luis introduces the program to the leaders, Когда Раджа Льюис представляет эту программу
руководителем, лидером общества. He explains the individual benefits and the social benefits. Он объясняет как личную пользу от этого, так и общественную пользу. And he says the main thing is national invincibility. И он говорит, что самое главное это национальная несокрушимость. And these generals, И вот эти генералы, they are so comfortable with it, they say, our job is to create national invincibility through Mahashi's и местным programs. генералам так это нравится, потому что они говорят, в этом как раз и состоит наша работа, создавать несокрушимость. That is how the collective consciousness has changed so much, Вот как уже изменилось коллективное сознание. that they say this publicly. Потому что сейчас это говорят открыто. They talk about creating national invincibility. Они говорят о сознании национальной несокрушимости. This is the Air Force. Вот это воздушные силы. In the beginning it was just the army. Вначале это было в армии, The army is considered to be the lowest. а армия считается низшим уровнем. Then comes the Navy. Потом идут морские And the Air войска. Force is held to be the most А воздушные Да. силы это уже самое sophisticated. это самое сложное оборудование и так далее. Now, so it went in that order. First the army learned, then the Сначала Navy learned, обучилась армия, and потом the Air моряки Force. обучились, и сейчас уже летчики этому обучились. The David Lynch Foundation is very active throughout Latin America. А также фонд Дэвида Линча очень активен в Латинской Америке. Last month in Argentina, Недавно, в прошлом месяце в Аргентине, a big concert was held прошел большой концерт with the top 5 musicians. с самыми главными 5 музыкантами. It was such a success Это было так успешно, that it was watched all over Latin America. и это было показано во всей Латинской Америке. All the artists performed for free to help consciousness-based education projects. Все музыканты работали бесплатно, чтобы помочь вот этим проектам по образованию. And it has created a wave of enthusiasm so that now the artists in all the other countries want to do the same thing. И это создало такую волну энтузиазма, что музыканты из всех других стран сейчас хотят заниматься тем же самым. These projects are going so fast that Raja Luis says, it's not us that's doing it, we are only running to keep up. На самом деле эти проекты так быстро развиваются, что Раджа Льюис говорит, это не мы это делаем, мы просто успеваем как бы следовать за этим. National Director of Argentina introducing. Это национальный директор Аргентины. In November, В ноябре the top medical university in Peru главный медицинский колледж в Перу signed the agreement with the movement подписал договор с движением, to introduce full consciousness-based education for all its 25,000 students. чтобы представить вот это образование на основе сознания для всех 25 тысяч студентов своих. The top medical university of Это Peru. главный медицинский университет Перу. 25,000 students. 25 тысяч студентов. In many countries, when we do things like this, Во многих странах, где мы занимаемся тем же самым, we have some business atmosphere there. там такая бизнес-атмосфера. Look at the atmosphere that they have in Latin America. Посмотрите, какая атмосфера в Латинской Америке. Under the auspicious gaze of Gurudeva Maharshi, Под благословением Гурудева и Махариши. all these students are growing up with full knowledge of Maharishi's programs. Все эти студенты развиваются с полным знанием программ Махариши. They will be a new level of leadership in society. Они станут новыми лидерами в обществе. They will have grown up transcending, Они вырастут, трансцендируя. many of them with Maharshi Ayurveda. Многие из них будут знать аюрведу Махариши. The students in the medical university will have full Ayurvedic training. Студенты в медицинском университете будут получать полное образование аюрведическое. It's a different society, Это будет совсем другой a общество. different world Это другой мир. already, and what is being created. Это то, что уже сейчас создается. So Raja Luis has created 130,000 about yogic flyers.
in groups. Роджер Льюис уже создал 130 тысяч летающих йогов в группах. And his current main project И сейчас, вот текущий сейчас проект, is he is creating 10 groups of about 9 or 10,000 yogic flyers each. он сейчас создает 10 групп, каждая по 9-10 тысяч летающих йогов. So like 5 schools that are near each other, Это make them где-то fly по together 5 школ at в the same одной time. области, которые будут летать в одно и то же время. And he says that 9 of them should be ready by the end of the year. И он говорит, что 9. 9 из них уже будут готовы к концу этого года. We go on to education. Мы переходим к образованию. This lady Вот эта женщина, is a Buddhist monk, это буддийский монах. and she had a school У нее есть школа for girls who were orphans or street children. для детей, соответственно, без родителей, And с then улицы. this other lady А вот эта was другая женщина, working at the school, and she was a TM teacher. она работала в школе, она была учителем ТМ. This is in Thailand. Это в Таиланде. And then they started to learn meditation and teach the kids meditation. Они стали сами обучаться медитации, обучать детей медитации. And now over 400 girls, all the teachers have learned TM and TM City program. И сейчас 400 девочек и учителей уже обучились трансцендентальной медитации. These two ladies went, the monk lady, the nun, she went on TTC and became a TM teacher. Вот эта женщина-монашка, она прошла TTC и стала учителем ТМ. Now they are building a Vastu flying hall for 1,000. И сейчас они строят зал для полетов по ВАСТу на 1000 человек. This is in Bali. Это на Бали. There was a young governor, Там был молодой учитель, and there was one school on the other side of the island where they were practicing TM. и была одна школа на другой части острова, где практиковали ТМ. And he had a motorbike, and he used to ride over the whole island to go to that school once a week and conduct group meditations and help them. И он на мотоцикле проезжал по всему, через весь остров, в эту школу раз в неделю, и там они занимались There's медитацией. Dr. Bevan Morris visiting them, Вот это доктор Бевин Моррис посещает их. and out of this came a big interest from, the director of education for Bali went and visited the school. Директор по образованию на Бали приехал и посетил эту школу. And she was so amazed at the happiness and the brightness of the kids. И она была так изумлена яркостью, умом и счастьем детей. She went and visited MUM. Она поехала, посетила Ведический университет Махариши в Соединенных And Штатах. out of this, with the director of education, they made a big conference. И они организовали большую конференцию с этим директором по образованию, With more than 60 principals. где присутствовало больше
60 principals. где присутствовало более 60 директоров школ. This is the lady, the director of education. Вот эта женщина, которая является She is just completely blissful and директором по образованию, enthusiastic. она полна энтузиазма и блаженства. These are the principals listening very carefully. Это директора школ, которые очень внимательно слушают ее. And the minister of education said to them, "Are your students practicing transcendental meditation and yogic flying?" И министр по образованию спросил: ваши студенты практикуют медитацию и йогические полеты? No. No. Then you are not giving proper education. И если говорят нет, то это значит, вы не даете правильного необходимого образования. So then afterwards, they were asked who would like to implement transcendental meditation, and they all said yes, they wanted. После в конце конференции спросили, кто хочет применить трансцендентальную медитацию, все сказали да. In Nepal, В Непале there are 7 schools currently participating in consciousness-based education. сейчас есть 7 школ, которые участвуют в программе по образованию, основанному на сознании. This was in April, it's probably much more now. Это было в апреле, на сегодняшний момент может быть уже больше. 4,000 students TM, 540 siddhas. 4000 студентов обучились ТМ, 540 ситхов. They have 2 times a year consciousness-based education training courses for the teachers. 2 раза в год у них проходят курсы по образованию, основанному на сознании для учителей. So it's growing very quickly. Там все это очень быстро распространяется. This is the university in South Africa, Это Johannesburg. в ЮАР, университет в ЮАР. Johannesburg, Йоханнесбург, gold city of South Africa. золотой город ЮАР. Yeah. So, they are linked with Maharishi University of Management, Они связаны с университетом менеджмента and Махариши. they get their degrees through there. Они получают степени And через they have него. about 400 yogic flyers И у now. них там 400 ситхов. And when they reach летающих йогов. 700, Когда они достигнут 700, then we will see a huge change in South Africa. мы сразу увидим большие изменения в Южной Африке. In defense, Оборона. the idea of invincibility is becoming popular in defense. Очень популярна становится идея о несокрушимости среди военных. In South America, in Nepal, В Южной Америке, в Непале. look how beautiful. Посмотрите, как прекрасно. They are really meditating. Они на самом деле Such медитируют. purity. Такая чистота. Can you imagine these kids growing up like this? Представляете, вот эти девки вырастут в этом. Hundreds of thousands of them, Сотни тысяч таких детей. different world. Это совсем другой мир будет. This is how they meditate every day. Вот как они медитируют каждый день. In many schools, Во многих школах. in Nepal, В Непале, in India, в Индии. 60 Nepal governors 16 учителей, celebrating Guru Purnima. 60 governors. 60. Yeah, 60. 60 Nepal governors. 60 учителей в Непале празднуют несокрушимость. Ukraine, Украина. David Lynch Foundation, Организация фонд Дэвида Линча. a meeting with the Ministry of Defense. Встреча с министром обороны. General Krutov, Это генерал Крутов. completely focused on creating groups of yogic flyers, implementing TM. Сфокусирован на создании групп йогических летчиков, летающих They've йогов. made a flying hall. Они сделали зал для полетов. This is in Latin America. Это Латинская Америка уже. This is in United States. Это Соединенные Штаты. The top universities training the officers Главные университеты обучают офицеров implementing TM. применять ТМ. This is the Global Peace Conference Это конференция in Kiev по мире, во всем мире в Киеве 3 months ago. 3 месяца назад. It was beautiful. Это было прекрасно. Such a good feeling about TM in defense.
очень хорошее отношение к ТМ в обороне, среди военных. So what's happening is that the militaries are recognizing that invincibility is their home base. Ну и то, что сейчас происходит, военные начинают осознавать, что несокрушимость – это то, на чем они должны быть основываться. Because they cannot sleep at night. Потому что они не могут спать ночью. Every top military man knows he cannot protect his people. Потому что каждый главный военный человек знает, что он не может защитить своих людей. It's a fake. Потому что это на самом деле фейк. They can't protect us. Они не могут защитить нас на самом деле. But now they see, yes, we can protect. Но теперь они начинают видеть, что они могут защитить. So they accept it as their own duty. И они начинают воспринимать это как свой собственный долг. And in Latin America, В Латинской Америке the indigenous people местные люди recognize that was their own tradition. видят в этом свою собственную традицию. That their tradition was for the military to create invincibility. Что именно в их традиции было то, что военные должны создать несокрушимость. Not to fight so much. Не Fighting is надо second воевать. stage. Война это всегда уже второй уровень. If you fail, then you have to fight. Если вам не удалось что-то, то вам приходится воевать. Putting down Vedic organic roots in agriculture. Теперь мы, значит, вводим ведические органические корни в сельское хозяйство. At Maharshi Vedic City in America, we have big greenhouses which are producing Maharshi Vedic organic agriculture products. В Соединенных Штатах у нас есть большие теплицы, которые производят много продукции по ведическому сельскому. And the products are shipped to the people all over the United States. И продукция распространяется для людей во всех Соединенных Штатах. And they say it's fantastic. И We они never говорят, это tasted food like фантастика, that. это очень здорово. So, now a new center has been established at Сейчас- Maharshi University of Management. Был установлен новый центр в Ведическом университете менеджмента Махариши. Petra Stanley Center for Regenerative and Organic Agriculture. Центр Петра Стейнли по органическому сельскому хозяйству и восстановлению. Yeah? And now there's a new focus to create young farmers and consultants who have the ability to regenerate agriculture, regenerate the soils. И сейчас они сфокусированы на том, что создают молодых фермеров, которые будут способны восстанавливать почвы. In Australia, В Австралии they have a project in bees, keeping bees. есть проект по пчеловодству. And this, they do it according to Maharshi Vedic Organic Agriculture. И они делают это в согласии с ведическим сельским хозяйством органическим. And wherever they keep their beehives on the farms, И там, где стоят вот эти ульи с the пчелами, farmers are so happy фермеры там очень счастливы. that they want to have more Vedic organic agriculture. Так что knowledge. они начинают все больше интересоваться знанием о ведическом So it's сельском хозяйстве. spreading organically. И сейчас это все распространяется органически. I'm running courses, as you know, in various places. This is in the Peace Yeah. Palace in Rendlesham, UK. Это, я, вы знаете, провожу много курсов. Вот это курс в Рэндалшеме в Великобритании. We go on to scientific research. Сейчас мы переходим к научным исследованиям. Maybe you know that Alzheimer's disease, dementia, is a very serious problem. Если вы знаете, болезнь Альцгеймера, слабоумие, это очень большая проблема. Is it in Russia? В России это так. Yeah. So now there is this doctor. Вот этот доктор, He's professor of neurology, профессор неврологии, and he's written a book написал книгу, because he has created a protocol for treating Alzheimer's, and потому что он разработал метод лечения вот этого Альцгеймера. it's very intelligent.
Он очень умный человек. He looks at each area of health and sees what is the problem and handles it from diet, from nutrition, from daily routine, like that. Он рассматривает проблему с разных сторон и начинает разрабатывать различные подходы со стороны диеты и различных других Nutrients. питательных веществ. Because each of these can be a causative factor. Потому что все это может стать вот этой причиной So заболевания. one of our doctors was a friend of his, and he said he found out that this man had looked at meditation and he had seen there is some benefit from meditation. И один из наших докторов был его другом. И вот этот доктор, он рассмотрел, что в каких-то случаях медитация дает положительные результаты. So he asked him what kind of meditation were the people practicing. И он начал интересоваться, а что это за медитация такая? This man, he said, I don't know, some meditation. Ну, этот человек сказал, ну, не знаю, медитация. So our doctor looked at it, И наши доктора рассмотрели, что and это he за found that медитация. И они узнали, что half the people were practicing TM половина людей практиковали ТМ, and half were practicing other techniques. а половина практиковали другие техники. The half that were practicing TM had the good results. У той половины, которая практиковала ТМ, были хорошие The результаты. other half didn't. Другая половина не имела хороших. So now he has incorporated TM into his protocol for handling И Alzheimer's. сейчас он включил ТМ в этот метод лечения Альцгеймера. And now he is doing a big study И on the сейчас он internet проводит большое исследование в интернете with many thousands of people. с многими тысячами людей. So this will be a big thing in health. Это будет очень большая вещь в здоровье, для The здоровья. transcendental meditation in Alzheimer's and in Трансцендентальная медитация degenerative disease. для Альцгеймера и других вот, заболеваниях нервной системы. Post-traumatic stress disorder? Вот этот посттравматический стресс. Disorder. Yeah? Yes. Okay. In Africa, with the big wars in the Congo, В Африке с этими войнами в Конго 1.5 million people have had to move, 1,5 миллиона людей им пришлось переезжать, and they did research on this. делали исследования об этом. Hundreds of thousands of people suffering from heavy post-traumatic stress disorder. Значит, сотни тысяч людей страдают от вот этого посттравматического стресса. And what they found is И что that обнаружили? all of them, Все after они 2 weeks to a month, they were completely okay. No more symptoms of post-traumatic stress. через 2 недели и от 2 недель до месяца, если они практиковали, то у них исчезали все симптомы этого So this was TM. заболевания, благодаря ТМ. So this has never been seen before. Раньше такого не встречалось. Because the psychologists cannot, no success. Потому что психологи с этим не справляются, никакого успеха. The same was seen in Ukraine. То же самое обнаружили на Украине. So this is a very good way through the medical to Очень, come to the military. очень хорошо через медицину прийти к военным. Okay, so now we come to, I think, 4 studies that were published this year. Мы сейчас посмотрим 4 исследования, которые были опубликованы в этом году. Looking at the effect of the Invincible America Assembly. Рассмотрим эффекты Ассамблеи несокрушимости в Америке 2007 to 2011. с 2007 по 2011 год. During that time we had around the number square root of 1% of the American population. С этого времени у нас где-то был вот корень квадратный из 1% населения, Practicing yogic flying которые together in a group. практиковали йогические полеты в группе. What happened? Что произошло? I'm going to show you the summary Я there. вам покажу, так сказать, итог этого. In every case, homicides went down. В обоих случаях количество убийств падало. Motor vehicle fatality rate, Смертность из-за аварий падала. drug-related deaths,
Значит, смерти, связанные с употреблением наркотиков, violent crime, жестокие преступления, other accidents, fatalities, другие несчастные случаи со смертельным исходом, infant fatalities. и смертность среди детей. So that was the average for all of them going down. Все эти показатели снижались. Percent change, 5%, 10%, 15%, that's nearly 20, that's over 20. Вот это до 20% и большее снижение. В некоторых случаях даже 30%. This was Maharishi inaugurating the Golden Dome in 1983. Это вот Махариши инаугурирует золотые купола в 1983 году. And now it has created this effect. И сейчас уже этот эффект создается. At that time, at the beginning of the Invincible America Assembly, В начале Ассамблеи Несокрушимая Америка the hurricanes in America had become extremely damaging. ураганы в Соединенных Штатах стали очень разрушительными. The leading expert on hurricanes И ведущие эксперты по этим ураганам had written a book, написали книгу. and he said that it's going to get much worse. И там было сказано, что эта ситуация только будет ухудшаться. What happened was И что случилось? there were no more hurricanes for Ураганы years. вообще исчезли, годами их не было. They just went off into the ocean. Они стали уходить в океан. No more hurricanes. Нет больше ураганов. So this was a decrease. Вот таково было снижение. So nobody could understand this. И никто не мог понять, а что же происходит. And now they start to come back a bit. И теперь они стали возвращаться в последнее время. Last week, На прошлой неделе Dr. David Orm Johnson came on Maharishi's Global Family Chat доктор Дэвид Орм Джонсон выступил на Family чате, to tell us about what happened after the Invincible America Assembly dispersed. после того, как распалась вот эта ассамблея несокрушимости, несокрушимой Америки. And this is what happened. Вот что произошло. This was the number, Вот это было количество, and here it went down. и вот оно стало уменьшаться. You see, it goes down, and then it goes down. И даже вот так вот сильно снижается. And this is what happened to the murder rate. Вот так изменился уровень убийств. It was increasing Он увеличивался until the beginning of the Invincible America Assembly. до того, как началась, значит, ассамблея несокрушимая Америка. During it dropped, Потом, когда она была, он снизился. then it became sort of flat, Потом была где-то ровная линия. and then it went up again. И опять увеличилась. Then Dr. Orm Johnson, Dr. Hagelin was invited to attend a conference of scientists. This was 2-3 weeks ago. Scientists who are researching the collective consciousness. И Джона Хейгелена пригласили посетить конференцию ученых, которые изучают коллективное сознание. It's a bit of a wild idea in science Это немножко такая сумасшедшая идея в науке, that there is a collective consciousness. что вообще есть коллективное сознание. So these scientists, И вот эти ученые, they are based at Princeton University, они где-то Serious? базируются на университете в Принстоне, and they are working mainly with random number generators. и у них есть такой аппарат, который производит случайные числа. A little black box that generates random Это numbers. такая маленькая черная коробочка, которая производит случайные числа. Blips. Блипс. Yeah. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0. That's random. Вот это случайно. 0, 1, 0, 0, 1. Oh, 0, 1, 0, 0, 1. О. And they generate like, I think, thousands per second. И они производят где-то тысячи на секунду. What they have noticed, Что они заметили? because they have these little random number generators connected to computers, and then it gets sent over the internet to the group in Вот эти черные Princeton. коробочки подключаются к интернету, к компьютерам и собираются все в Принстоне, And what they have seen информация. И что они видели? is that when something big happens, Что если происходит что-то большое, большое событие,
the random number generators deviate from randomness. то вот эти генераторы случайных чисел начинают отклоняться от случайности. For example, Например, at the time of 9/11, когда произошла эта катастрофа 9 сентября New York, в Нью-Йорке, this is what happened. что произошло? This was the random envelope, Вот это and this is what happened. конверт It went outside. редких чистых, он вот так вот сработал наружу. Then, and also when at the death of Lady Di, the funeral of Lady Di, Также в день, когда хоронили принцессу Диану, and such disasters, и where a lot of people are когда вот aware of такие it, происходили несчастья, когда многие люди на это реагировали, so it touches the collective это consciousness. всегда влияло на коллективное сознание. Then one of the scientists asked, has anyone looked at the effect of TM? Тогда один из ученых сказал, а кто-то вообще рассматривал влияние ТМ? And in fact, some of them have done that. Но на самом деле некоторые люди, которые этим занимаются, уже делали это. They put one of their little boxes, the random number generators, in the dome. Они ставили вот этот генератор случайных чисел в золотые купола. And what they saw was that it deviated strongly. И что они обнаружили? Что отклонение было очень большим. Interesting is that it was in the opposite direction. Но интересно, что отклонение было в противоположном направлении. The one was up, the other's down. Вы видели, предыдущие уходили вверх, а это было вниз. It's not quite clear what it means. И не особо понятно, а что же это означает. They are debating. Они сейчас это обсуждают. Then, the one scientist had a great idea. И у одного ученого возникла идея. They said, okay, this was the effect of TM and TM City program in the dome. Это был эффект ТМ и ТМ Сити программы в золотых куполах. Now let's just test yogic flying. Давайте only. просто проверим летающих йогов. And what happened И was что произошло? that the effect of the TM and TM City program together, the probability factor was 10 to the minus 6. Значит, эффект вероятности, когда практиковали ТМ и ТМ Сити вместе, там вероятность была 1 к 10 в минус шестой степени. The effect of just the yogic flying only А эффект только йогических полетов was 10 to the minus 37. это 1 умножить на 10 в минус 37 степени. So this is the power of yogic flying. Такова мощь йогических полетов. This is our real strength. В этом наша реальная сила. Yeah. Видите And this is разницу? the envelope of randomness. И вот это конверт случайности, так называемый. And then they tested some buildings, И потом стали проверять различные здания, like the pyramids, как пирамиды, например, like Stonehenge, как Стоунхендж, like the Maharishi Observatory, обсерватория Махариши. and they find deviation there. И они там также обнаружили отклонение. It's not as strong as meditation and yogic flying, but there is deviation. Оно не такое сильное, как у медитации в йогических полетах, но тем не менее оно существует. And David Orm Johnson told an interesting story. И Дэвид Орм Джонсон рассказал очень интересную историю. He said that in 1974, when Maharishi started speaking about collective consciousness, В 1974 году, когда Махариши начал говорить о коллективном сознании, and he was talking to the scientists и он говорил об этом с учеными, and saying, you have to research this and you have to talk about it. и он говорит, вы должны это исследовать и рассказывать об этом. And he said to the scientists, И он сказал ученым, if you don't start talking about it and researching it, you will end up quoting a man from Princeton. если вы не начнете этим заниматься, то вы закончите тем, что начнете цитировать вот этого человека из Принстона. And that's where this group is. И это то, где сейчас эта группа находится. These scientists look to us as the heroes. Эти ученые смотрят на нас как на героев.
because they are only able to measure some small effect of the collective consciousness on a machine. Потому что они смогли измерить небольшое влияние на коллективное сознание вот этой машины. We create the change in the collective Но мы consciousness. создаем реальные изменения в коллективном сознании. I think this is too much. Он думает, уже слишком много будет. Do you know about gene expression? Вы знаете, как про гены? Gene expression means what? Okay. We change gear now. Изменение генов. We go to a slower gear. Мы сейчас немножко сбавим скорость, он говорит. We all learned that we are the product of our parents' genes. Мы все знали до этого, что мы продукт генов наших родителей. Blonde hair, blue eyes, what. Голубые глаза, блондины и так далее. Okay? It turns out that it's more complex than that. Но оказывается, все гораздо более сложно. Because only about 1% of our genetic inheritance is expressed at any one time. Потому что не более 1% нашего генетического наследия проявляется в определенное время. Expressed means that it's active. Это значит активное. And it is printing out protein to make the body. Это то, что производит белки в нашем теле, создает белки в нашем The теле. rest of it is sleeping. А остальное все спит. Okay? So, what this researcher did at Maharishi University of Management Что случилось на основе этого исследования в Was he университете менеджмента he Махариши? compared the genetic expression of meditators and non-meditators. Сравнили генетическое выражение медитирующих и немедитирующих людей. And here you can see that it's very clear there are two sections. Вы видите, здесь два раздела есть. And what he found was Что обнаружено было? the red ones are expressed genes, the blue ones are unexpressed genes. Красные гены – это выраженные гены, проявленные, а синие – это непроявленные гены. These are the meditators, these are the non-meditators. Вот это с левой стороны медитирующие, с правой не медитирующие. 74 genes, it's completely opposite. 74 гена – это полная противоположность. So we sit and do nothing, Мы сидим, ничего не делаем, and it affects our gene expression. но это влияет на выражение, проявление наших генов. Not just a little bit, И не немного, major. в основном, главную часть. So now they are starting to look at which genes are being expressed and which genes are not being И expressed. сейчас стали смотреть, а чьи гены проявляются, а какие нет. And it seems that the ones that are most affected are things to do with inflammation, И выяснилось, что то, что связано с воспалением, such things which cause disease. это то, что приводит к заболеванию. So I don't want to go much more into this, but it is very powerful research showing the profound effect of transcendental meditation at deep levels of the physiology. И я бы, конечно, хотел рассмотреть вот эти исследования, которые показывают глубокое влияние на физиологию человека благодаря трансцендентальной медитации. So this is just a few highlights in the area Я of вот сейчас research. вам просто несколько маленьких примеров привел. We could spend a few days, a Мы few можем months talking about all the Несколько research. месяцев потратить, чтобы обсудить все эти научные исследования. I just catch what I can. Я просто сейчас выхватил быстренько некоторые вещи. So, now we go on to national yagyas. Сейчас посмотрим национальные яги. Yagyas are Vedic performances done by the Maharishi Vedic Pandits in India. Яги – это такие процедуры, которые производят ведические пандиты Махариши To enliven specific laws of для nature. того, чтобы оживлять специальные законы, особые законы природы. For example, for peace Например, для мира, or for better environmental conditions. для улучшения окружения. And we have many countries
almost 100 countries doing regular national И у yagyas, нас почти 100 стран, которые регулярно выполняют яги, including включая Russia. Россия. Russia, thank you. Russia. Россия. So, this is 2011. Это вот 2011 год. This is how much worldwide was spent. Это вот то, сколько тратится денег на это сейчас в мире. We have a team in Holland У нас who есть команда в organizes Голландии, this, которая это все организует. and they have trained ambassadors in about, more than 250 ambassadors in about 80-90 countries. И они сейчас обучили около 250 посланников мира в более 80 странах. And the ambassadors organize that their people И вот эти посланники мира организуют своих людей, have the opportunity to align themselves with the creation of world peace. и у них есть возможность сонастроить себя с процессом создания мира во всем мире. 10 years ago, 10 лет назад nobody had the opportunity to give a few rubles and align their life and the life of their family with a project to create world peace. ни у кого не было возможности дать несколько рублей и сонастроить себя и свою семью с вот этим процессом установления мира во всем мире. It's an unimaginable Это просто невообразимо, honor for us какова честь нам предоставлена, to have this opportunity что у нас есть вот такая возможность from Maharshi. от Махариши. We should all take advantage of it. Мы все должны обязательно пользоваться этим. I'm sure you are all doing it already. Я знаю, что вы все это уже делаете. So, we had a big course in Orlando, Florida, about 3 months ago. У нас был большой курс в Орландо, Флориде. Advanced Maharshi Vedic Science course with Maharaja. Курсы продвинутого знания Махариши с Махараджи. During the course, Во время курса a big hurricane came. большой ураган случился. You probably heard of it. Может быть, Irma. вы слышали. Ирма. It started coming through the Caribbean, Он пришел с Карибов. and then it reached Haiti, И потом он достиг big Хейти, island. этот большой остров. And we thought, oh no. И мы подумали, о нет. Because the year before, there was a huge hurricane Потому что до этого целый был год, большой ураган случился, which smashed Haiti, который просто снес Хейти. completely smashed Haiti, Полностью снес Хейти. everything. Все там. So, Гаити. the United Nations Юмину. General, Haiti, Гаити. Haiti, Гаити. Haiti, Haiti. H-I, Да. here, Haiti, Вот. okay? Гаити. You know it? Yes, yes. Very Гаити. poor island, Это очень бедный остров. yeah? Okay, so the general who was in charge of the United Nations forces there, Генерал, который отвечал там за военные силы на этом острове, he spoke to Raja Luis after the hurricane, the second hurricane came 2-3 months ago. он поговорил с Раджей Льюисом после того, как вот этот второй ураган пришел на остров. He said, last year I was here, it was a disaster. I flew over in my helicopter and it was everything smashed. Он говорит, в прошлом году я был здесь и пролетел над островом на вертолете, и все было просто снесено. I thought this year it would be much worse. Я думал, в этом году будет гораздо хуже. Last year the hurricane was 270 kilometers, like 270 kilometers an hour, the wind. А в прошлом году скорость ветра была 270 км в час. Something like 300 kilometers wide. И 300 километров шириной была полоса. This year it was 500 kilometers wide, В этом году было 500 километров полоса, 300 kilometers an hour. 300 километров в час скорость. The most powerful ever recorded Это самый мощный ураган, который когда-либо in the происходил Caribbean.
на Карибах. He said the day after he went in his helicopter, Он сказал, через день я пролетел на своем вертолете, everything was normal. все было нормально, No damage. никаких разрушений, Just some small things. какие-то небольшие вещи. He said, I'm a military man. Он сказал, я военный человек, I don't believe in miracles. я не верю в чудеса, But now I have to reevaluate. но теперь я должен все переоценить. And it so happened И так случилось, that at that time, в этот момент a kind donor had made a yagya for Haiti. один спонсор сделал ягью для Гаити. The first time Haiti ever had a yagya. Первый раз на Гаити для Гаити была сделана ягья. So the Maharshi Vedic Pandits Ведические пандиты Махариши are having a very beautiful, powerful effect получают очень прекрасный, мощный эффект from their practice of yogic flying every day через практику йогических полетов ежедневно and from their yagyas. и через делание ягий. And there are Vedic Pandits in India at the Brahmastan И есть ведические пандиты в Индии, в Брамастане, and in many other places in India. и во многих других местах в Индии. And there are many gurukuls, И есть много гурукулов, which are the Vedic Pandit training schools, это школы, где обучаются ведические пандиты. and also in Nepal. И также в Непале. So now we have the biggest yagya for world peace is Atirudra-bhishek. И самая главная ягья для создания мира – это Атирудри-бхишек. With 1,331 Vedic Pandits performing the yagya for world peace together at the same time. Это 1300 ведических пандитов проводят ягью одновременно вместе. We had just one, now we have 2.5 going on every day. У нас до этого была одна, сейчас у нас где-то 2,5 каждый день. Last time we had this kind of Atirudra-bhishek Последний раз, когда у нас была такая мощная Атирудри-бхишек, was the time when the Cold War ended, это было, когда закончилась холодная война, when the Berlin Wall came down, когда рухнула Берлинская стена, and when Ronald Reagan came and met и когда Рональд Рейган приехал и встретился Gorbachev, с мистером Горбачевым, and he said, и он I don't know why I'm here. сказал, я не знаю, почему я здесь. He could not understand why he was Он there, не мог понять, but they почему, were happy together. но они были счастливы вместе. So now we can look forward to more and more huge changes in the world. Сейчас мы можем начать ожидать все больше и больше огромных изменений в мире. This year we have been going through a time of very unfortunate Jyotish period. В этом году мы проходили через очень неудачный, очень несчастливый, сложный джотиш-период. But with all the groups of yogic flyers, Но со всеми этими группами йогических летчиков, with all the national yagyas, с национальными ягьями, with all the initiations, со всеми обучениями, with all our practice of TM со and yogic всеми flying, теми, кто практикует ТМ и йогические полеты, we are still all right. мы все-таки проходим этот период нормально. So I'd like to congratulate you all Я хочу вас всех поздравить for your contribution. за ваш вклад. Each person's contribution is essential. Вклад каждого человека очень важен. It's a very delicate situation, Сейчас очень деликатная ситуация. time in the history of the world. Сейчас очень сложное время в истории мира. But the force of good is rising fast, Но сила добра растет очень быстро. and we should just keep making our daily contribution. Просто мы должны свой ежедневный вклад продолжать делать. All glory to Mahashiji. Вся слава Махаришиджи. Jai Guru. Ну, если вы хотите еще задать несколько вопросов, тоже не будем много... We will try not to take too long
Ну, к примеру, мне бы хотелось сегодня против задать вопрос, we want to have few questions from my side. I wanted to ask. и чтобы Питер рассказал об этом немного, что мы имеем эти все хорошие перемены, ну и очевидно, что сейчас обострились и все там противоречия, возвращение холодной войны и так далее. Вот чтобы он от своего лица рассказал связь между вот этими внутренними красивыми переменами в сознании на внешнем уровне, которые вот производят, реализуются. So we see a lot of good changes in the Ну, если world. выходить такой. At the same time, we see some contradictions are more stronger. For example, this Cold War coming back. How Peter see the situation? Can he explain how changes on the level of consciousness bring about all these different things? We know from Maharishi Мы знаем от Махариши, that when we meditate, когда мы медитируем, then we normalize the physiology. мы нормализуем физиологию. And the stress gets released, И стресс выходит, and the stress, as it gets released, и по мере выхода стресса it can color our perception, it can color the mind он может окрасить наше восприятие, наш ум with anxiety or anger or тревогой, sadness. гневом или печалью. Yeah? So, this is what's happening in the world. Это то, что сейчас происходит в мире. As we create these big groups of yogic flyers and the yagyas, По мере того, как мы создаем большие группы летающих йогов и проводим яги, we are quickly purifying the collective consciousness, мы очень быстро очищаем коллективное сознание, but not quickly enough. но недостаточно быстро. Maharishi told us Махариши сказал нам, that we have to make the change quickly. мы должны быстро производить изменения. The quicker we can do it, the smoother it will be. Чем быстрее это происходит, тем мягче это происходит. Yeah? We haven't been able to accomplish it yet. Нам пока не получилось достичь этой скорости. So we have this situation of coexistence of opposites. Поэтому у нас ситуация сосуществования противоположностей. We all know coexistence of opposites. И все мы знаем сосуществование противоположностей. And so this is that time, delicate time of coexistence of opposites, Сейчас вот это деликатное время, когда существуют вместе when we противоположности, have to be more focused. когда мы должны быть более сфокусированы. We are the only ones who can do it. Мы единственные, кто может сделать это. Thank goodness for Vitali, the Purushas of the world, Спасибо Виталию, Пурушам мира right? And Mother Divine, и божественным матерям, and every meditator, и каждому медитирующему, и каждому ситху, and every teacher, и каждому учителю, and every initiation. и каждому обучению. It's very interesting Очень интересно. that the scientific research shows Научные исследования показывают, that when the countries achieve the 1% of the population meditating, когда страны достигают количества 1% медитирующих, for example, in the, I think the 70s, Norway and New Zealand в 70-х это была Норвегия и Новая Зеландия, которые достигли 1% медитирующих Now населения. we don't know what happened to those meditators, whether they continued or whether they died or whether they went to live somewhere else or what happened. Мы не знаем, что произошло с этими медитирующими. Продолжают ли они медитировать, уехали ли они куда-то, может они вообще куда-то пропали. But all the decreases in negative trends, Но все снижение негативных тенденций, they have remained stable all this time. они сохраняются до сих пор. So the number of people learning TM creates a deep-rooted, stable change in the collective Вот consciousness. этот рост количества медитирующих создает устойчивое снижение негативных тенденций. But creating groups of yogic flyers is different. Но создание групп летающих йогов – это немножко другое. This is our fast technique to quickly achieve the same effect as 1% Это meditating. наша техника быстрого достижения
тех эффектов, которые достигает 1% населения. But it has to be a stable group, Но это должны быть стабильные группы. and we haven't achieved it yet. Но у нас еще пока их нет. Is it okay? Это понятно? That is our main task at this time Сейчас наша главная задача в мире как раз в этом и состоит. in every country. Для каждой страны. In every country we have to have a group of square root of 1% of Для каждой страны нам нужна Population. группа от корня квадратного из 1% Practicing yoga населения, flying которые together. бы практиковали йогические полеты вместе. How big does the group have to be for Russia? Какова должна быть группа для России? 1045 миллионов. No, Ну, 1,000. 1200. I would like to. Yes. Я буду по-русски говорить. А там, ну, если тот 1200, 1200. но когда мы были у Махариши, But when we Махариши went to to Махариши, create, Махариши talked to us. сказал создать несколько групп, 10 по 10 тысяч. По 10 Few groups тысяч. by 10,000 people. Yeah. This is our. Yeah. Russia should be able to do that. В России это получится. I'm sure. But at least one group. Ну хотя бы одну для начала. Any other points we want to discuss? Что-то еще хотели бы обсудить? We want to have Про гены очень интересно. Про гены. About genes. Can you- gene expression. Yes, gene expression. Can you a little bit expand about this? What to say? So there is some chemical compound which is wound around the genes. Есть химические соединения, которые накапливаются вокруг генов. What do you remember what it's called? Как они называются? Рибонуклеиновая кислота. РНК. Еще есть Вот из РНК. Okay, that's good. And when we have an experience, okay, so it was thought that all this stuff is just like packaging. И раньше думали, что это просто упаковка. But it turns out that this packaging responds, it's listening to all our experiences and it responds to every experience that we have. Но оказывается, вот это то, что мы считали упаковкой, внимательно прислушивается ко всем нашим опытам, а потом еще и реагирует на них. So when we have an experience, we get inspired by the news, Допустим, у нас опыт, когда мы воодушевляемся новостями какими-то, then that compound unrolls то вот that это specific genes специальный ген, он как бы раскручивается and exposes them. и открывает вот. And then they become active И тогда они становятся and активными, they print out as RNA and then DNA and then protein. и вот тогда они уже выделяют как раз РНК, ДНК, и дальше создается белок. So every time we do our yoga asanas, Каждый раз, когда мы делаем йогасаны, every time we have a good meal, когда у нас хорошая пища, every time we meditate, когда мы медитируем, everything we do, все, что мы делаем, it contributes to the unfoldment of our full potential. это все вклад в развитие нашего полного потенциала. Maharishi always talked about the unfoldment of our full potential. Махариши всегда говорит о раскрытии нашего полного потенциала. And that is what's happening on the genetic level. И это то, что происходит на генетическом уровне. The genes are being unfolded. Гены раскрываются. Isn't that interesting? Это интересно? Yes. Yes. It's very beautiful. Это очень прекрасно. То, что я хочу спросить, я всегда люблю спросить, так как Питер лично встречался с Махариши, я хочу его спросить, что ему запомнилось, вот, пару историй. What I want to ask you, because you personally met Maharishi, Yeah. so maybe you would remember some one or two situations which you could share with us. So once
in South Africa, Однажды в Южной Африке Maharishi sent me to visit some African chiefs. Махариши послал меня встретиться с африканскими вождями. I was speaking on the phone, and then he said, "So go now." Я говорил по телефону, и Махариши сказал, езжай прямо сейчас. It was 500 kilometers to drive. Это надо было 500 километров проехать. And the only place I could stay was in a game reserve, a nature reserve. Ну, заповедник, Заповедник. природный. Единственное место, где я мог остановиться, это был заповедник, Where the elephants and the lions live. где живут слоны и львы. And they close the gate И они закрыли ворота at 7 o'clock, в 7 часов, when the sun goes down. когда солнце садится. So then I saw it's late, Я подумал, уже поздно. and I drove fast. И я быстро поехал. But we had just had those big rains И у нас там шли большие дожди, and floods, и были потоки воды. and many bridges had been washed away. И много мостов смыло. And when I was getting closer, И когда я подъезжал все ближе и ближе, it became dangerous because the roads had been washed away a bit, становилось уже опасно, потому что дороги были размыты, and many rivers. и много рек. And then my phone rang, Зазвонил телефон. and it was the secretary. Это был секретарь. And he said, "Jai Gurudev, Он сказал, Чей Гурудев, Maharishi wants you to join the call." It was always like this. Махариши хочет позвонить. So then, Это всегда было так. so then I stopped the car, Я pulled остановил off, Махаришу, съехал на обочину, and I sat. и я сказал, And it was the only time that я сел. I could not understand anything. Это был единственный раз, когда я вообще ничего не мог понять. I did not recognize the name of any person on the call. Я не мог узнать ни одного имени людей, которые там упоминались во время звонка. And I couldn't understand anything they were talking about. Я вообще не мог понять, о чем идет разговор. I was late to get to the gate in time, Я опаздывал к воротам, которые должны были быть закрыты скоро. and at night the hippopotami come out on the roads. И гиппопотам вышел на дорогу. And if you drive in, you cannot see them at night. И ночью нельзя увидеть этого They are just that гиппопотама. color. Они просто такого же цвета. And if you drive into a hippopotamus, it's not fun. И если ты въедешь в такого же гиппопотама, то это совсем не забавно. 4-5 tons. Это 4-5 тонн. So I was getting nervous, Я нервничал, and they talked on and on and а on. разговор все продолжался и It продолжался. became dark, Стало the темно, sun went down, солнце уже село. and then eventually they started to talk about, oh, it may be program time. Начали уже там упоминать, может быть, программа, а уже время пришло программу делать. And the people started to leave the call. И люди стали посещать, это была такая конференция. And eventually I was the only one left. И в конце концов я единственный остался. Silence. Тишина. And then the secretary said, Потом секретарь сказал, Maharishi, Peter Swan is still connected. Махариши, Питер Сван все еще на связи. Silence. Тишина. Peter, Питер, continue without any anxiety. продолжайте без какой-либо тревоги. And then I drove on. И я поехал. I arrived in the dark, Я приехал в темноте. and they were still there, and they let me in. И там люди все еще оставались, они мне позволили зайти туда. Так вот. This was life with Maharishi. Вот такова была жизнь с Махариши. Хотел, наверное, общий вопрос, то, что вы вначале говорили об увеличении количеством медитирующих обучаемых. It's about the increasing of Наверное, все вы initiation. хотели узнать, какая это технология. Просто We want to hear a little bit what is this technology to increase the initiations. пару слов хотели. Because not Как all это heard работает? about invincible marketing generate this. Такое резкое увеличение How обучения. it is Во многих possible to странах. increase so quickly the number. Intelligent, professional knowledge, Это очень умное профессиональное знание. and very focused work.
и очень сфокусированная работа. They look at exactly what's happening. Люди рассматривают, что происходит. They have it all on computer. У них это все в компьютере. So they have the people who register У for них the introductory люди, talk. которые регистрируются в компьютере на вводную лекцию. They sign in on their smartphone, Они через They register. свой телефон регистрируются. and then И потом Allah phones them Алла их обзванивает. and sees that they are coming. И они и смотрят, придут они или нет Tonight. сегодня. Yeah. And then, if they come, then it's logged in on the computer, on that site. И если они приходят, то это как бы отражается на их сайте. Or if they don't come, Если они не приходят, and then Allah or somebody phones them. и потом, после этого, если они не приходят, Алла звонит им, Did you have trouble in the traffic? What и они узнают, happened? Can we почему help они не you? пришли, как вам помочь и так далее. Yeah. So they have a follow-up, То есть stages, вот это не просто ситуация, а ситуация, которая отслеживается подробно. and all of this is kept on the computer Все это собирается в компьютере, and analyzed by the people Потом in invincible анализируется. marketing. вот этими людьми, которые занимаются несокрушимым маркетингом. And then they see very quickly where the problem И is. они видят, где возникает проблема, в чем проблема. Most of the people are now coming to the intro, Сейчас большинство людей доходят до вводной лекции, but they're not signing up. но они потом не обучаются. Why are they not signing up? Почему они не обучаются? Because the governors are sleepy. Ну, допустим, лекторы сонные, Whatever учителя, it might которые be. сонные. Что может быть? Okay, so now we immediately make a program to wake up the governors. И тут же мы тогда создаем программу, как пробудить Give them deep лекторов. rest or give them extra Может, им больше training. надо отдыхать, может, им надо пройти какое-то дополнительное обучение. Okay, now they are mostly signing up. Теперь, сейчас они уже записываются. All of this is on the computer and they Это are все analyzing it. отражается в компьютере, и это все анализируется. Yeah? It's just normal, Это нормально, but intelligent. но это умно должно быть. And what's amazing to me is that Что для меня было удивительно, we always used to be such spaced out meditators. мы такие были медитирующие в пространстве, потерянные. And now we are becoming really practical. Но теперь мы очень практичны. Nice. Это очень хорошо, это очень хорошо. Okay. I want to say one thing. Я This is хотел бы what I was сказать thinking. еще кое-что. Raja Luis, Раджа Льюис, Raja of Invincible Latin America, это Раджа несокрушимой Латинской Америки, has created about 130,000 yogic flyers and groups. который уже обучил 130 тысяч ситхов, летающих йогов. And he has given more reports on Mahashi's Global Family Chat than anyone else. И он больше всех выступал на Family-чате, чем кто-либо еще. He has told all his secrets, all his news, all his inspiration, all his techniques, how he does it. Он рассказывал все свои впечатления, все свои опыты, раскрывал все свои секреты, как он работал. Who has watched it? А кто смотрел это? Nobody. Никто. Yeah? Без перевода, потому что. Very few people have watched it all. Только несколько человек на самом деле видели это. On Raja Luis's birthday in 2007, Mahashi said, На день рождения Раджа Льюиса в 2007 году Махариши сказал: I would like Raja Luis to be seen as the expression of the full expression. Он хочет, чтобы все увидели Раджа Льюиса как выражение полного выражения. As a founder of invincibility for all the nations of the world. И как основателя несокрушимости для всего мира, для всех стран мира. And he told Raja Luis, you should report every night on Mahashi's Global Family Он Chat. сказал Раджа Льюису, что ты должен каждый вечер выступать на Family-чате. That didn't last long. Но это недолго продолжалось. He tries to do it every week. Он потом старался хотя бы раз в неделю выступать, He doesn't make it every week. но это тоже не получилось. But
I have taken all those beautiful chats Но я собрал все эти фэмили-чаты, because I heard what Maharishi said. потому что я слышал, что сказал Махариши. Raja Luis cannot be everywhere. Раджа Льюис не может быть повсюду. So I've taken all his chats Я собрал все его выступления. and I have taken out all the important parts Я выбрал оттуда самое главное and I have put them in 9 different themes и разделил на 9 главных тем. and made a seminar for national invincibility, И создал семинар для национальной несокрушимости, which I have held in 3 countries already. который я уже провел в 3 странах. And I want to come and hold it here in Я Russia хочу приехать сюда и провести его здесь. because this is the most important thing we can do. Это самое важное, что мы можем сделать. Maharshi said, Махариши сказал, just one man is enough to create national invincibility. даже одного человека достаточно, чтобы создать национальную несокрушимость. We don't know who it will be, Мы не знаем, кто это будет. so we invite everybody, Поэтому мы приглашаем всех. all the meditators, siddhas, Всех governors, медититов, ситхов, учителей. and we have a nice time together, И мы проведем прекрасное время вместе, diving into the knowledge, погружаясь в это знание, discussing it amongst each other, обсуждая это между друг с другом, thinking together how we could do it, думая вместе, как мы можем это сделать, what will work in my area, что будет работать в нашей местности. and we will stir И мы the air of Russia. простимулируем атмосферу в России. So we want to invite everybody to come to this. Мы хотим всех пригласить на We want этот to курс. hold it Мы хотим early провести next его year. где-то в начале As soon as we следующего can. года, как можно раньше. How much time? How much time have you got? А сколько у вас есть времени? Надо пригласить на ассамблею. Minimum 1 weekend. Хотя бы один уикенд. But if we can make it a long weekend, it'll be Но better. если мы сделаем длинный уикенд, то есть на один день больше, не 2, а 3 дня, The knowledge is so powerful. знание настолько мощное, It's so transformative. оно настолько трансформирующее. It needs time to run through our physiologies and psychologies to Поэтому- transform us. Требуется время, чтобы это знание прошло по нашей физиологии и трансформировало нас. You have felt what it's like tonight. Вы сегодня почувствовали, насколько это мощно. We had no idea such things were happening in the world. Мы даже не знали, что такое уже происходит в мире. The world is completely different from what we thought it was. Мир уже совсем другой, не такой, как мы о нем думали. And this we have to process. И вот это надо все переварить. So if we can take 3 days, it will be better than 2 days. Но 3 дня, соответственно, лучше, чем 2 дня. But Russian people are intelligent, so Русские люди умные. 2 may be enough. Может быть, 2. Can you come to our assembly? That's what we are thinking Это то, о чем Yes. мы сегодня думали уже. in May. В мае. But then we should try to have the group focused. Но нам нужно для этого собрать сфокусированную группу. Not some people going swimming and Не то, что кто-то будет ходить плавать, кто-то там на какие-то другие курсы, там, ну, как у нас бывает обычно, if possible. по возможности. So let's focus on that all У нас together. никуда никто не сможет. Давайте на этом сфокусируемся. Окей? Ну тут нужно 2 полных дня, или все-таки это между программами можно вклинить? Но программа это святое. Ну, да. He Нет. says, do we still will keep some program, doing meditation? Of course, that's the basis. Это основа, конечно, медитировать как без этого. Yeah. That's the basis. Это основа. Yeah. And it's not just me talking, Это не то, что только я буду говорить. it's Raja Luis talking, Это будет Раджа mainly, Льюис говорить в and основном. Maharishi, И and Махариши, Maharaja, и and Dr. Махараджа, Morris, и доктор Моррис. and then you discussing. А And потом then мы you это все discussing. будем обсуждать. Yeah? It's very active. Это очень активные встречи будут. And Sasha wants to be an organizer for musical events. Александра хочет организовывать музыкальные
какие-то мероприятия. So she can organize this whole Она сможет вот это seminar организовать, for national вот этот visibility. семинар для национальной несокрушимости. She says, easy. Это легко. Хорошо. А может все-таки еще один вопрос? One more question. Yes, Вы первый раз же в России? You are first time here in Russia. yes. Ваше впечатление о России, о россиянах, о нас, ваше как бы соответствие представления, то, что вы думали, и то, что с действительностью, как мы вам... Can you just give us few impressions about Russia, how you saw it? Yes. It's completely different from what I thought it would be. Это полностью отличается от того, что я думал. Почему? Вижу. Why? Today we went to Red Square Сегодня мы были на Красной площади. and visited Zum and Jum and Посетили ЦУМ и ГУМ. and there is such an open, nice, open feeling. Это такое очень открытое, хорошее чувство создает. It's very progressive. Очень прогрессивно. The drivers are super polite. Водители все очень вежливые. I didn't expect Я не this. ожидал этого. Almost more polite than in Holland. Даже более вежливее, чем в Голландии. So I am very impressed. I like it. Я It's a good очень feeling. люблю это, очень хорошее чувство возникло. You have a good family of meditators and siddhas. У вас прекрасная семья медитирующих и ситхов. Good basis for expansion. И очень хорошая основа для расширения.